Итак, всем привет! С вами Андрей, и сегодня мы поговорим на тему Apple One. Apple выпустила macOS Monterey, новую интеграцию своей системы для компьютеров Mac, iOS 15.1, а также анонсировала подписку Apple One Premier. Что это такое? Давайте пару минут поговорим на эту тему. Я являюсь подписчиком Apple One. У меня Family Plan, то есть семейная подписка. В данный момент я плачу 525 рублей российских. Что сюда входит? Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud 200 гигабайт. При этом, если платить за сервисы по отдельности, плюс покупать iCloud, это где-то выйдет 600-700 рублей. Ну, плюс-минус. То есть я экономлю 290 рублей, платя за семейную подписку Apple One. Меня это полностью устраивает. Я расскажу на своем примере. Я живу в экосистеме Apple. То есть я пользуюсь macOS, я пользуюсь iOS, то есть у меня iPhone, у меня Apple Watch, у меня AirPods первого поколения. То есть я живу в данной экосистеме устройств Apple. Мне, допустим, хочется послушать музыку, посмотреть какой-нибудь сериал или кино, иногда поиграть в игру. Я считаю, что время пиратства уже прошло, гораздо удобнее заплатить и иметь все это. И игры, и облачное хранилище, и музыку, и фильмы. Меня эта подписка полностью устраивает. Но Apple анонсировала Apple One Premier. Давайте посмотрим, что это такое. С 3 ноября в России заработает единая подписка на сервисы Apple One Premier, которая включает в себя доступ к Apple TV+, семейному тарифу Apple Music, Apple Arcade и 2 терабайта в iCloud. В данный момент у нас 200 гигов, плюс я плачу еще за 200 гигов, то есть в сумме 400. И сервис Apple Fitness Plus станет доступен в России. Стоимость подписки на One Premier 995 рублей в месяц. Тогда как по отдельности за сервисы нужно платить 1515 рублей в месяц. Воспользоваться подпиской могут до 6 членов семьи. Почему One Premier выгоднее? Ну, во-первых, попробовать хочется новый сервис Apple Fitness Plus, а также будет увеличен iCloud, и я смогу отказаться от оплаты отдельно за iCloud. Потому что зачем? У меня и так 2 терабайта, я могу делать все, что я захочу. Почему это выгодно? Потому что, смотрите, вот Apple TV Plus надо заплатить 199 рублей, Apple Music надо заплатить 169 рублей, если на одного человека. Индивидуальная подписка. За Apple Arcade где-то примерно столько же. За 2 терабайта iCloud надо заплатить 300-400 рублей, а может 500. И за Apple Fitness Plus надо будет заплатить отдельно. Итого 1515 рублей в месяц. А может, даже если подписка индивидуальная, оно будет больше, чем 1515 рублей. Мне это выгоднее, я экономлю 500 рублей. Сейчас я плачу где-то в районе 900 рублей. И получаю 400 гигов в iCloud. С 3 ноября я перехожу на Apple One Premier. Я знаю, что те, кто смотрит мой канал, те, кто подписан на меня, есть такие люди, которые живут в экосистеме Apple и также платят за сервисы. Переходить на Apple One Premier или нет, решать только вам. Я же высказал свою точку зрения. Я считаю, что эта тема интересна. Ждем запуска One Premier. Я перейду и потом в сообщество канала напишу об использовании. Напишите в комментариях, интересно узнать ваше мнение. Как вы считаете, выгодно переходить или нет? Очень интересно почитать. Мне интересно ваше мнение. Будете вы переходить? Платите ли вы за семейную подписку или вы платите за индивидуальную подписку? 365 рублей в месяц. Будет интересно почитать. Подпишись на канал, поставь лайк. Впереди очень много интересного. С вами был Андрей. Пока.